Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот. С вами Артур. И сегодня на обзоре очередная 152-я распаковка и пополнение коллекции банкнот. Вот такое письмо пришло снова из Канады с такими красивыми марками. Я их тоже сохраню. Давайте вскроем и посмотрим, что внутри. Банкноты упакованы в такой вот конверт. Этот конверт предназначен специально для вот этой банкноты Австрии 2 кроны 1917 года. На конверте пояснительная надпись на английском языке. Тут написано, что эта красивая старинная бона перенесет нас более чем на 60 лет назад в раздираемую войной Австрию 1917 года. На этом выпуске 2 крон можно заметить, что на лицевой стороне купюры есть надпись-надпечатка Deutsch Österreich. В ходе Первой мировой войны Германия полностью взяла под свой контроль Австрию, и некогда Великая Австро-Венгерская империя к 1917 году стала не более чем военным придатком Германии. Этот выпуск 2 кроны – ценная банкнота во всех смыслах и заслуживает особого места в вашей коллекции. И также указан номер по каталогу Пика Краузе 50. Но эту банкноту мы еще рассмотрим, но чуточку позже. А сейчас все по порядку. Итак, первая банкнота. Китай, 5 юань, 1936 год. Номер по каталогу Пика 213А. Подпись 5. Лицевая сторона. Портрет Сунь Яцена. Годы жизни 1866-1925. Китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. В 1940 году Сунь Яцен посмертно получил титул Отца нации. Оборотная сторона. Главные ворота на кладбище Конфуция. Китайское название Кунлинь означает лес Кун. На этом кладбище похоронена самая длинная линия потомков в мире. Согласно летописям, кладбище существует более 2340 лет. Следующая банкнота. Китай. 1 оккупационная иена, 1938 год. Продавцом в описании было указано Rare, нечастая, хотя на аукционе на российском есть одна за 480 и вторая за 2600 рублей. Японская военная иена, оккупационные военные деньги, выпускавшиеся на территориях, оккупированных Японией в период русско-японской войны. Номер по каталогу Пика М22А. Банкнота серии 1938 года, первый выпуск периода Японо-Китайской войны. Японская оккупация Китая 1938 года. Размер 146 на 86 мм. Лицевая сторона. Императорская печать Японии Кикукамон в центре вверху. Стилизованная печать в виде цветка хризантемы, также символизирующая страну восходящего солнца. Слева портрет Такеноути но Сукуне, полководец, государственный деятель, участник знаменитого похода в Корею, и также изображена монета 1 иена в центре. Оборотная сторона. Монета 1 иена и вертикальная надпись. Следующая банкнота. Китай. Японская оккупация Китая. Федеральный резервный банк Китая. 5 юань, 1940 год. Номер по каталогу J10E. Эмиссия денежных знаков марионеточных правительств, насаждавшиеся японскими оккупационными властями на территориях Северного, Центрального и Южного Китая. Это разновидность, лицевая сторона розово-голубая, серийный номер красный и только на лицевой стороне.
портрет Сун Яцена. Оборотная сторона. Мавзолей Сун Яцена. Памятник-усыпальница, посвященный лидеру Китайской демократической революции. Перемещаемся в Индонезию. Индонезия, 50 рупий, 1964 год. Не было у меня такой. Лицевая сторона. Тиморская предельщица и герб Индонезии. Оборотная сторона. Традиционные тиморские постройки. Следующая банкнота — Бирма. Японская оккупация времен Второй мировой войны. 5 центов, 1642 год. Номер по каталогу ПИКа 10Б. Лицевая сторона, обозначение номинала и серии. Оборотная сторона, крупное обозначение номинала 5. Еще одна бирманская банкнота. Бирма 1 кят, 1958 год. Лицевая сторона. Портрет генерала Аун Сана. Бирманский генерал, политический деятель, революционер, основатель Коммунистической партии Бирмы и антифашистской лиги народной свободы. Оборотная сторона. Бирманские джонки. Традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам вблизи морского побережья. До сих пор широко используется в водах Юго-Восточной Азии. Джонки изображены на фоне гор. Следующая банкнота — Бирма 5 кят, 1965 год. Лицевая сторона. Портрет генерала Аун Сана. Оборотная сторона. Фермер с быком и герб. Перемещаемся в Европу, друзья. Греция. 1000 драхм, 1941 год. Лицевая сторона. Слева монета с изображением Александра Македонского и номинал. Оборотная сторона. Водопады Эдессы на севере Греции, возникшие в результате сильного землетрясения в XIV веке. Насчитывается примерно 20 водопадов. Следующая банкнота. Греция. 5 миллионов драхм, 1944 год. Лицевая сторона. Аретуса и обозначение номинала. Аретуса или Аретуза в древнегреческой мифологии нимфа-охотница, в которую был влюблен речной бог Алфей. Алфей долго гнался за ней. Она взмолилась к Артемиде и превратилась в поток. Оборотная сторона. Обозначение номинала. Еще одна банкнота Греции. 500 миллионов драхм, 1944 год. Лицевая сторона. Аполлон. В древнегреческой и древнеримской мифологиях бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев, олицетворение мужской красоты, один из наиболее почитаемых античных богов. Оборотная сторона. Кавалерия с фриза Парфенона. Фриз Парфенона – это горельефная мраморная скульптура, созданная для украшения верхней части Парфенона. Создана между 443 и 437 годами до нашей эры. Следующая банкнота. Португалия, 20 эскудо, 1978 год. Лицевая сторона. Адмирал, военно-морской летчик Карлос Вега Гаго Каутиньо. Также изображены инструменты навигации: сектант, астролябия и корректор направления. Оборотная сторона. Гидросамолет Фейри F3D МК-2, на котором Каутиньо в паре с летчиком Кабралом совершили первый перелет Южной Атлантики в 1922 году.
в честь столетия независимости Бразилии. На банкноте также изображены контурная карта маршрута полета, башня Белен на берегу реки Тежу, ведущей в Лиссабон. Следующая банкнота. Венгрия. 100 тысяч Адо Пенгё, 1946 год. Второй выпуск 1946 года. Было выпущено всего два номинала в этом выпуске, 10 тысяч и 100 тысяч Адо Пенгё. В первом выпуске было 5 крупных номиналов от 50 тысяч до 100 миллиардов. Лицевая сторона, обозначение номинала, оборотная сторона, пояснительная надпись. Еще одна банкнота Венгрии, 100 форинтов, 1984 год. Лицевая сторона. Герб социалистической Венгрии. Портрет Кошута Лайоша, венгерского государственного деятеля, революционера, журналиста и юриста. Оборотная сторона. Мужчина с женщиной на повозке. Следующая банкнота. Австрия. 2 кроны 1919 года, но дата на ней стоит 1 марта 1917. И надпечатка Deutsch Österreich, Германская Австрия. Республика Германская Австрия – историческое государство в Центральной Европе, правопреемников Австро-Венгрии в результате ее распада после Первой мировой войны. Лицевая сторона – портрет женщины слева и справа и австрийский герб. Оборотная сторона – портрет другой женщины слева и справа, изображен венгерский герб. И, друзья, последняя это не банкнота, а набор нотгельдов. Германия, комплект нотгельдов города Глогау, ныне польский город Глогов, Нижней Силезии. Нашел их в каталоге немецких нотгельдов под номером 439.1. Вообще я не планировал коллекционировать нотгельды, но они показались мне довольно интересными, и я решил их взять и не прогадал. Они содержат большой объем информации. Я их изучил, давайте рассмотрим их поподробнее. С лицевой стороны все они подписаны, надпись «Город Глогау» и номинал. С оборотной стороны надпись «Глогау», «Глогау» и «Шлейзен». По-немецки это Силезия. Также написан срок действия до 1 месяца после выпуска. Подписи и дата выпуска 1 декабря 1920 года. А теперь рассмотрим подробнее изображение. Итак, 10 пеннингов. Лицевая сторона. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Глогове. Оборотная сторона. Герцог Конрад I Глоговский, основатель Глогова в 1250 году. 25 пеннингов. Лицевая сторона. Крестовоздвиженская церковь в Глогове. Оборотная сторона. Скульптуры 3 святых, украшавших бывшие ворота монастырской церкви францисканцев. 50 пеннингов. Лицевая сторона. Тут мы видим книгу, и она открыта на странице, на которой описана история о Яне II по прозвищу Безумный, последнем правящем князе Глоговско-Жаганской линии династии Пястов. В 1476 году венгерский король Матвей Корвин забрал у Яна II большую половину Глогова в прямое управление чешской короны. 1 мая 1480 года после 7-недельной осады Глоговский замок был взят, и княжество было объединено под единоличной властью Яна II. Тут описано, что амбиции князя Яна Безумного продолжали расти, и в связи с этим его отношения с венгерским королем Матвеем Корвином сильно ухудшились. Это могло привести к войне. В январе 1488 года Ян Безумный заявил, что передаст Глоговское княжество во владение 3 своим зятьям. Это заявление привело к войне. Ян Безумный хотел любой ценой заставить земли княжества принести клятву на верность будущим правителям. По его приказу были арестованы и приговорены к голодной смерти 7 лордов, представителей городского совета. В мае 1488 года венгерская армия осадила Глогов. Осада завершилась капитуляцией города в ноябре 1488 года. Ян II Безумный вынужден был отказаться от претензий на Глоговское княжество за 20 тысяч гульденов.
Такая вот история описана здесь. И оборотная сторона. Голодная башня во дворе Глогове, в которой в 1488 году по приказу Яна лорды, представители городского совета, должны были умереть от голода. 75 пфенингов. Штурм австрийской крепости Глогов прусской армии в 1741 году. На оборотной стороне король Фридрих II и штурм австрийской крепости Глогов в 1741 году под руководством принца Леопольда фон Дessau. И 1 марка. Лицевая сторона. Встреча двух армий 6-й антифранцузской коалиции, российской и прусской, перед осадой Глогова 10 апреля 1814 года. Оборотная сторона. Передача французскими войсками Глогова 17 апреля 1814 года войскам 6-й антифранцузской коалиции, куда вместе с Россией входила Пруссия. Такое было сегодняшнее пополнение, друзья. Давайте подведем итог. 7 банкнот Азии, 7 европейских банкнот и набор немецких нотгельдов. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте свою оценку этому видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои выпуски. Желаю всем здоровья, добра и хороших пополнений. До следующего выпуска.